Борис, мы с тобой в прошлый раз намечали, но не успели пройтись по теме единого энергорынка, рынка электроэнергии России и Беларуси. Вот на этой неделе, как раз в самом начале нынешней недели, Владимир Путин подписал указ о, я так понимаю, создании какого-то органа, либо возобновлении работы по созданию этого рынка. Скажи, пожалуйста, уже есть какой-то документ или это, так сказать, пока только, не знаю, намечено направление? Это хорошо, что мы ее не затронули, потому что тема более чем серьезная. Если говорить о том, как сейчас это оформлено на портале правовой информации, позволю себе процитировать, чтобы не сбиться. Так. Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании договора о едином энергорынке с Республикой Беларусь. Считать целесообразным осуществить подписание данного договора на высшем уровне. То есть, без подписи Владимира Владимировича и Александра Григорьевича договора у нас нет. При этом стоит отметить, что первый раз договора друг с другом мы начали подписывать в 2011 году. Процесс идет. И, очевидно, будет продолжаться. Намечено поэтапный ввод. То есть, сначала торговля через уполномоченные организации и так далее, и так далее. Почему идет долго? Вот опять же процитирую, чтобы от себя на какой-нибудь... Торговля должна быть основана на рыночных условиях и конкуренции. В этой связи Республика Беларусь должна создать условия и обеспечить возможность для акционирования энергетических компаний. Насколько я знаю, в Беларуси... В Беларуси есть Белэнерго, да. Никто государственная компания. Государственное предприятие, ГП, там буковки стоят, которого никто не приватизировал, не акционировал. Как она работает, так она и работает. Отвечает за все разом, за производство электроэнергии, диспетчеризацию электроэнергии, передачу электроэнергии. И всех это в Беларуси, как ни странно, вполне устраивает. Сказать, что там бешеный рост цен или какие-то проблемы. Но вот проблему мы видели, когда прошел действительно ураган, катаклизм, ураган, вот проблема была. Те события, которые происходят в энергетической системе России в течение последнего календарного года, на мой взгляд, сугубо мое личное мнение, вряд ли могут являться той рекламной кампанией, которая может показать Республике Беларусь, насколько привлекательна модель рынка энергетического, выстроенная в России на основании действующего с 2003 года закона об электроэнергии и на основании ликвидации РАО ЕС России. Количество аварий несопоставимо. Можно рассказывать что угодно по поводу того, что Республика Беларусь намного меньше, чем Россия, но факт остается фактом. Что с тепловой генерацией у нас чудеса. Только что принято изменения в закон о теплоснабжении. С 1 марта 2025 года они начнут действовать. То есть, этот отопительный сезон мы пройдем в тех же условиях, в каких прошел предыдущий. Я думаю, что в таких... При учете вот того, что у нас же информация не закрытая, мы не являемся некой автаркией, мы союзное государство, естественно, о том, что происходит в энергетике России и Беларуси, прекрасно осведомлены. Что строительство всех новых электростанций, модернизация действующих электростанций идет на основании договоров предоставления мощности. Что такое договор о предоставлении мощности, на всякий случай напомню. Если вы инвестируете в строительство новой электростанции, то в течение определенного периода времени вы получаете повышенные платежи с тем, чтобы окупить инвестиции. Деньги собираются со всего рынка. Других источников финансирования нет. Соответственно, все, что у нас модернизируется, строится за наш с вами счет, как конечных потребителей. При этом у нас есть так называемое перекрестное субсидирование. Для физических персон стараемся держать тариф на месте. Он, правда, растет, но мы стараемся. С промышленности, с бизнеса снимают повышенные платежи. Может быть, кого-то это в Беларуси не устраивает. У меня такое подозрение есть. Тем более, что когда мы говорим о рыночных, конкурентных, свободных отношениях на энергетическом рынке,
Возникает вопрос, а если мы говорим о конкуренции, то она должна идти в равных условиях. Но на день сегодняшний 1000 кубометров природного газа для Республики Беларусь стоит $128,5 США. Союзное государство. Еще раз. Стоимость природного газа в долларах США до 2026 года. И, насколько я помню, это еще и на порядок выше, чем граница с Беларусью, Смоленск и так далее. Еще раз, это на 40% выше, чем сейчас Россия. И, повторюсь, стоимость зафиксирована в долларах США. Вот между Россией и Белоруссией стоимость зафиксирована в долларах США. Можно ли это считать тем подходом, который действительно говорит о свободной рыночной конкуренции при необходимости акционировать Белэнерго? Я не очень понимаю. Поэтому разговор и тянется с 2011 года. Я так понимаю, что представителям Министерства энергетики России, Министерства финансов, прежде всего, убедить Белоруссию в том, что выстроенные отношения на внутреннем рынке электроэнергетики в России являются оптимальными, не получается. Белоруссия достаточно близко расположена к Европе, она понимает, откуда взялся закон об электроэнергетике Российской Федерации. А это прямая калька с того, что мы видим в Европе, какие успехи в Европе мы тоже видим. Кто на каких ошибках учится, тоже известно. Вот. Единственное отличие российского закона об электроэнергетике после внесенных изменений, я, кстати, пересчитал, сколько их внесено с 2023 года, 21 год прошел, и их там 114 штук. То есть, прочитать этот закон, не очень просто. Изменения вносятся постоянно, и в этом году будут вноситься и так далее, и так далее. Повышает ли это надежность? Если мы смотрим на уставы всех компаний, которые работают у нас на рынке электроэнергетики, производящие, то конечная цель деятельности таких предприятий – получение прибыли. Белэнерго немножко другой подход. Там необходимо выполнять 3 условия, которые являются аксиомой для любой объединенной энергосистемы: энергообеспеченность, надежность и резервирование. Все остальное как-то уже на втором, на третьем плане. У нас в России главное прибыль получить. Довольны ли этим наши предприниматели, довольны ли мы с вами? Мне сказать сложно. Насколько у нас процентов с 1 июля там повысилось? Это ладно. У нас же инфляция, как известно. Вот. И, на мой взгляд, совершенно справедливо вопросы со стороны Беларуси, а что делать с ценами на нефть? Как ее сделать более-менее приемлемой для всех, для нас, если мы союзное государство, если мы говорим о конкурентном рынке. Насколько я помню, на этой неделе как раз-таки прозвучали со стороны белорусской стороны. Да, но они не расшифрованы, но прекрасно понятно, о чем идет речь. То есть, вероятно, не является открытым этот документ, но, вероятнее всего, мы ориентируемся, конечно же, на котировки на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже, на лондонской. Когда поставляем нефть из России в Белоруссию, надо посмотреть, какова цена в Нью-Йорке. Это самое главное. Эту модель мы не отменяем. Я напомню, что в течение 2023 года было 2 поручения президента в адрес правительства о том, что необходимо привести в порядок налоговое обложение во всем, что касается нефтяной отрасли, с тем, чтобы не нанести урон нашему бюджету государственному и с тем, чтобы не нарушить равновесие внутри отрасли как таковой. Оба раза реакция со стороны правительства была. Министерство финансов разрабатывало законопроект, давало его на голосование в Государственную Думу, разумеется. Принимали ускоренно, поэтому у нас по-прежнему ценообразование внутри России определяет для Министерства финансов документы, подает Министерство экономического развития. Министерство экономического развития работает по согласованному им документу, называется «Методика расчета стоимости нефти». Частная компания британская «Аргус» продолжает это выдвигать. К Министерству финансов никаких претензий нет. Вот из Минэкономразвития к ним пришел документ, они на основании этого работают. Если заглянуть в эту методику, то определяющими по-прежнему являются цены российской нефти на условиях поставки в Роттердам для Северной Европы и в порт Аугуста, это порт на Сицилии, для Южной Европы.
физически ни нефть, ни нефтепродукты туда не поставляются, но цены мы определяем вот таким образом. Делается это следующим образом. Аргус смотрит, какие цены там, считает, какой должен быть дисконт на нефть Юрос, добавляет стоимость фрахта, которого в природе нет, ну, вот исходя из средней стоимости. И вот это все является основой для налогообложения. И я так понимаю, что когда в Беларуси выясняют, на основании чего им выставляются счета российские компании, они немного удивляются. Я бы тоже удивлялся, но, тем не менее, дважды Дума проголосовала, что этого менять нельзя. Разговоры о том, что на российской нефти, на российские биржи российская нефть должна продаваться за российские рубли на основании котировок, которые рассчитали российские рейтинговые агентства, по-прежнему никого не интересует. Дума в обоих случаях, напомню, голосовала не в 3 чтениях, а второе и третье совмещала, чтобы побыстрее, чтобы все было хорошо. Если Белоруссии предлагают ориентироваться на те цены, которые образуются на нашей международной Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже, то тоже вызывает удивление, потому что разговоры о том, что у нас есть соглашение между правительством и нашими вертикально интегрированными нефтяными компаниями, о том, что цена на стеллах, то есть на АЗС для конечных потребителей, не должна расти выше, чем уровень инфляции. Уровень инфляции у нас рассчитывает Росстат, у нас рассчитывает многоуважаемый Центральный банк, рассчитывает, разумеется, Министерство экономического развития. И вот, но это то, что касается розничной торговли. На бирже у нас идут торги, как идут. Результаты мы тоже видим. Там ни о каком уровне инфляции речи не идет. У нас цена бензина за лето выросла на 16%. При этом нам говорят, что у нас все в равновесии, все в полном порядке. Но если Белоруссия покупает цены, исходя из того, что происходит на торгах в Санкт-Петербурге, там тоже, наверное, здоровое удивление. Где стабильность, где хоть какое-нибудь понимание, как вычислить себестоимость конечных нефтепродуктов. Это вот что касается первичных энергетических ресурсов. Уголь у нас в Беларуси не покупает, нет у нее угольных электростанций. Есть тепловые электростанции, работающие на биотопливе. Лихое название, обычно всех немножко от этого передергивает. Речь идет, разумеется, о торфе, речь идет о древесных пеллетах, о древесной щепе. То есть все, что в Беларуси возможно, она старается использовать для того, чтобы обеспечить той самой тепловой генерации, электрической генерации. Уголь не используют. Двигаемся дальше. Почему сейчас этот вопрос становится важным еще и для самой Беларуси? В Беларуси на полную мощность выведены оба энергоблока белорусской атомной электростанции. Это понятно. Если смотреть те показания, которые Белэнерго дает 23 год, итоги 23 года по отношению к 22-му, экономия на поставках газа, спрос на газ, я бы так сказал, минус 9,6%, 17 миллиардов по состоянию на 23 год. Но поскольку в 23 году белорусская атомная электростанция включилась только в ноябре, соответственно, в этом году итоги тоже будут в минус. По расчетам Министерства энергетики Беларуси, экономия на газе, то есть снижение спроса на газ, будет порядка 5 миллиардов кубометров. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, вот давайте еще раз. Для того, чтобы был единый энергорынок, Белоруссия должна перейти на те правила, которые установлены в России. Вот что бы было, если бы документ, подписанный в 2011 году, превратился в договор, который ратифицировали бы, соответственно, парламент России и Беларуси. Когда начиналось строительство белорусской атомной электростанции, расчет был на то, что пойдет экспорт в республики Прибалтики через имеющиеся соединения с Литвой и возможность поставлять в Польшу. В Польшу в советские времена, во время функционирования объединенной энергосистемы «Мир», линия электропередач была проведена до Жешува, все того же. Линию никто не снял, надо отдать должное. Поляки – это все-таки не украинцы. Никто столбы не сносил, провода не сматывал. Стоит, но не работает. Подстанция есть, все есть, можно было бы организовать. 110 киловольт, не ахти какая большая, но если бы поставки начались, можно было бы вести речь о линии другого класса, там, традиционно для атомных электростанций все-таки на 750 киловольт. Но ни то, ни другое не состоялось по причине того, что к власти как в Прибалтике, так и в Польше пришли высокомудрые
очень талантливые люди и рулят туда, куда считают необходимым. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание. Что бы происходило в нашем случае, мне сказать сложно. В Беларуси решение было по распоряжению президента выработано Министерством энергетики и Министерством ЖКХ. Министерство ЖКХ тоже никто не расформировал. Вот у нас его нет, у нас есть департамент ЖКХ в Министерстве строительства, а там министерство на месте. У Министерства ЖКХ Беларуси, так же, как и у нашего, набор проблем все тот же: старение теплотрасс, старение оборудования, есть программа модернизации, под которую финансирование выделено. Есть мощности белорусской атомной электростанции, которые вот на экспорт работать не могут. Решение было до предела простое. Вместо того, чтобы заниматься ремонтом теплотрасс, были закуплены котлы электрические, не наши, не свои. Решать надо было быстро. Я так понимаю, разговор с Александром Григорьевичем придал динамичность процессу. Было закуплено оборудование Siemens. Ну, какое есть, какое было. Стоят они в многоквартирных домах, вместо труб теперь просто лежат кабеля. И в ночное время, когда снижается нагрузка от промышленности, от сектора торговли, от всего, чего можно, идет нагрев воды в домах. Все, проблема решена. Белорусская атомная электростанция работает в достаточно оптимальном режиме. Ночной спад спроса мы греем. И, соответственно, блоки атомной электростанции могут работать на одинаковой мощности, что им, собственно говоря, и требуется. Мы себе в России такое позволить не можем, потому что у нас есть теплоснабжающие частные организации, муниципальные организации, ведомственные организации, 10 тысяч организаций, которые обеспечивают нас теплом. Получается достаточно ловко. Зиму мы все помним. И это касается отнюдь не только Подмосковья. У нас по всей стране, к сожалению, ситуация такая, какая есть. Мы бы с такой задачей не справились. Белоруссия справилась. Но у Беларуси на тот момент, когда включилась на полную мощность белорусская атомная электростанция, автоматически вылезла еще одна проблема. МАГАТЭ требует, и, собственно говоря, постулаты объединенной энергосистемы, надежность, обеспеченность тоже требуют. Гипотетический случай, если оба энергоблока по каким-то причинам, неважно по каким, не работают. Допустим, на одной плановый ремонт, здесь какая-то авария на подстанции, вот 2 блоков нет. Это много. Но нужно резервировать. Белоруссия то, что смогла, я так понимаю, с ее государственным бюджетом, по состоянию на 1 июля этого года пиковые резервные источники, то есть это газовые турбины, общей мощностью 800 мегаватт. Это дополнительные мощности на Березовской ГРЭС, на Лукомольской ГРЭС, на Минской ТЭЦ-5 и на Новополоцкой ТЭЦ. А надо, насколько я понимаю, 2,4 гигаватта. 2,4 гигаватта. То есть здесь 0,8, надо 2,4. Требования к таким пиковым резервным электростанциям из холодного состояния на 100% мощности они должны выходить за 15 минут.
Это проблема, да. Продолжать строительство пиковых электростанций, во-первых, накладно, во-вторых, не очень понятно, что с этим делать. Что такое резервная мощность? Она не работает до того момента, пока она не требуется. Поскольку... Закопанные деньги, получается. Да, грубо говоря, да. Есть постулаты, их надо соблюдать. Есть Росатом, который, конечно, может только удивиться тому, что ему кто-то предложит вот эту гипотетическую модель, не работает ничего. Но, тем не менее. И, соответственно, возникает совершенно разумная мысль, если у нас союзное государство, если у нас единая энергосистема резервных мощностей в объединенной энергосистеме Северо-Запада, граничащей с Беларусью, вполне достаточно, можно зарезервироваться за счет союзного государства. Не получается, потому что по-моему, я уже все зачитал, могу еще раз. Принять предложение правительства, считать целесообразным, осуществить подписание договора на высшем уровне. Ты вот сейчас разобрал модель, скажем так, если Беларусь идет по российскому пути. А если Россия пойдет по белорусскому пути? Насколько возможен такой вариант? Не насколько невозможен. У нас Государственная Дума не считает необходимым пересматривать те положения, которые были выработаны командой выдающегося энергетика современности Анатолия Борисовича Чубайса. Нам и так хорошо. У нас все в порядке. По крайней мере, в Думе. Совершенно все на своих местах. Там какие-то приключения на юге и прочее, прочее. Не потому, что я хочу что-то критиковать. Я просто констатирую факты. Я не вижу, чтобы кто-то об этом всерьез задумывался. В мае проходил конкурсный отбор мощности на строительство электростанции на юге Сибири. По схеме и программе развития, которая была разработана нашим системным оператором, утверждена Министерством энергетики в конце прошлого года, на следующую пятилетку, к концу следующей пятилетки виден энергодефицит именно здесь, на юге Сибири, на 1,9 гигаватт. Собственно, такой тендер и проходил. Компании заявились на 600 мегаватт, остальные не пришли. Пришли те, кто расширяет мощности уже имеющихся электростанций, то есть они вписываются в ту цену, которую на этот конкурсный отбор предложили, потому что площадка уже есть. То есть надо доставить только. Не в чистом поле строить. Остальные просто не пришли. Министерство энергетики, естественно, с компаниями стало проводить переговоры, что, собственно говоря, происходит. Результат обескуражил. У нас по сравнению с 2020 годом стоимость угольных котлов выросла в 4 раза. Газовых в 2 раза. Соответственно, те ценовые условия, которые Министерство энергетики предложило, они просто нереальны. Разумеется, что делать? Значит, надо пересматривать условия конкурса, иначе у нас там наступит энергодефицит. Были выработаны новые условия. Тендер, конкурсный отбор мощности должен был пройти в августе, сейчас снесен на октябрь. Почему? Причина все та же. Надо понять, что делает наша промышленность. Объяснение промышленности, почему настолько подорожало оборудование, тоже совершенно очевидно. У нас подорожал металл. Почему подорожал металл? Потому что для формирования стоимости металлопродукции внутри России частная компания «Аргус» по методике, утвержденной Министерством экономического развития, ориентируется на цены на Лондонской бирже металлов. Исходя из этого, Министерство финансов, получив документы от Министерства экономического развития, вырабатывает налоговую политику. Сказать, что это та модель, которая нас всех устраивает, вы знаете, при всей моей мягкости и толерантности, я думаю, что что-то надо менять. Уже можно. Но мы ничего не меняем. Мы будем проводить эти тендеры и так далее, и так далее. Но если говорить о том, что в Беларуси вообще никаких рыночных условий нет, определенные подвижки были в совершенно белорусском стиле, без спешки, давайте посмотрим, что получится. Так же, как и в России, есть предприятия, которые обеспечивают себя электроэнергией сами. Там никто не стесняется такие электростанции называть блок-станциями. Эти блок-станции получили право продавать Белэнерго излишки электроэнергии. То есть, это уже вполне рыночные условия. И еще одна подвижка была, они получили право продавать излишки электроэнергии напрямую потребителям. То есть, без посредника в виде Белэнерго. То есть, если ты знаешь, на твоем заводе
построена электростанция мощностью 25 мегаватт, тебе реально на 22, но на 3 мегаватта найди, кому продать сам, и никого не беспокой, пожалуйста. Только за соединение, за работу подстанции будь добр отвечать. Ну, сказать, что это не рыночно, что это неправильно, не получится. Ну, вот сколько будут продолжаться переговоры, чем все это закончится? Поэтому у нас первый этап, который очевиден, это непрямые торговли между, допустим, белорусскими производителями, российскими потребителями или российскими производителями, белорусскими потребителями, уполномоченная компания. С этим проблем не возникает чисто организационно. Белэнерго в полном порядке. Интеррао, государственный монополист на поставки электроэнергии и на экспорт, тоже на месте. Между собой они точно договорятся, тем более, что электрическое кольцо БРЭЛ, оно было, теперь оно исчезло, там 3 буквы отпадают с февраля следующего года. Но, тем не менее, взаимодействовать научились достаточно давно. Я так понимаю, что могут и дальше совершенно спокойно сотрудничать, тем более, что, допустим, Псковская область, Смоленская область. В Смоленской области работает атомная электростанция, проблем нет. Псковская, Новгородская, ну, там много не надо, так скажем. С учетом того, какой спрос сейчас в этих двух областях есть, там есть излишки. К сожалению, это не Якутия. Я не шучу, потому что если мы смотрим, что у нас происходит, я вот уже несколько лет наблюдаю, средний рост спроса на электроэнергию в России колеблется от 1,5 до 2%, по показателю год к году. На Дальнем Востоке просто 2,7-2,9, в 2 раза быстрее. В Якутии последние, по-моему, уже 7 лет 8% в год. Ну, а в Псковской и Новгородской области несколько иначе. Вот такая обстановка с объединением энергорынка. То есть и нам надо, России, и Белоруссии надо. Но найти общий язык как? Может быть, вот первый этап торговли через уполномоченные организации позволит притираться друг к другу, лучше понимать. Соответственно, говорить о том, что должно что-то измениться вот прямо сейчас, нельзя, потому что по имеющемуся договору о поставках природного газа в Белоруссию $128,5 США, поставки газа из России в Белоруссию в долларах США зафиксированы до конца 2026 года. Соответственно, даже если очень хочется говорить о какой-то конкуренции, вот не получается. По крайней мере, до конца 2026 года. Сказать, что нам не нужна электроэнергия в России, понятно, что поставки из Белоруссии за счет имеющихся мощностей белорусской атомной электростанции и имеющихся планов о строительстве второй атомной электростанции, проблем как бы не возникает. Возникает проблема с сетевым хозяйством, потому что вот в прошлой передаче мы, когда оценивали интервью председателя правления системного оператора Федора Юрьевича Апачева, в числе прочего было сказано, что подача электроэнергии в объединенную энергосистему Юга из объединенной энергосистемы Центра и Среднего Поволжья не прошла, потому что не хватало еще и линии электропередач. Линии электропередач у нас это отнесено к естественной монополии, то есть каток Чубайса там не прошел, но источник финансирования там все тот же один – рынок. То есть весь рынок должен собрать деньги, Россети должны уметь их аккумулировать с тем, чтобы приводить в порядок все сетевое хозяйство. Если увеличить объем поставок из Белоруссии, надо оценивать, хватит ли имеющихся линий электропередач, или нужно строить новые. Если нужно строить новые, сразу возникает вопрос, за чей счет. Или Белоруссия до своей границы, Россия дальше. Организационных моментов здесь много, и поэтому рассчитывать на то, что все будет происходить стремительно, что мы действительно выходим на уровень союзного государства. Я не экономист ни разу, не политик. Наверняка я не прав, но я считаю, что союзное государство – это то, где энергосистема едина. Уважаемые зрители и слушатели, по-прежнему продолжается политика Ютуба в неизменном виде. По-прежнему велик риск того, что YouTube для России перестанет функционировать. Одним из новых направлений проекта «Геоэнергетика» мы будем пробовать все имеющиеся у нас материалы в том или ином виде, отредактированного, возможно, размещать на портале Дзен.
Яндекс.Дзен. Это все-таки пока еще наша отечественная платформа. Там можно работать без цензуры. Поэтому предлагаю, заглядывайте. Вы знаете, что часть роликов, в которых содержится слово «Украина», мы вынуждены цензурировать. Вот там это будет в полном объеме, и, может быть, это покажется вам более интересным, более живым. Ссылки на наш Яндекс.Дзен есть в описании. Подписывайтесь, комментируйте, высказывайте замечания, пожелания. Всегда будем рады на них откликнуться. Всем спасибо за внимание.